Должно сработать. Запускай. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Тейсон, 93 фута. Бля. Давай перелезем. Лучше в обход. Сюда. Вперед! Ненавижу это место. Рэйчел Храм, 144 фута. Идем. Тут есть удобные точки для обороны, но в целом продумано так себе. Может, делали наспех? Мы не знаем, в каких условиях. Так, а что нам? Мы все смотрели.
Кто-то пытался пробиться с той стороны. Это посмотрели. Осталось только у царя там посмотреть. Тут есть эхолокация. Это что-то про летучих мышей? Результаты вскрытия слепое. Использует эхолокацию для охоты. Неразборчиво. Сверхчувствительность. Кожа крайне устойчива к физическим повреждениям. Летает неуклюже и неразборчиво. Эволюции. Слюна. Впадает в спячку. Так, это, наверное, следующая локация после этого. Что, Михалыч? Так, ну ладно, давай табличку глянем, что тут. Угу. Ультрафиолет. Откуда у тебя ящик с ультрафиолетом? Так, сюда еще рано. Так, ну окей, пошли. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправимо. Когда ты сняла кольцо? А что насчет тебя?
Вот. Рядом с сердцем. В тот день, когда ушла. Не оглядывайся. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Хватит, Эрик. У меня другой. Я знал. Камни этого храма пропитаны кровью. Мы уступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй! Черт! Прикрой. Что за херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг! Контакт, контакт! По нам стреляют! Кто-нибудь слышит? Прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно? Блядь. Тут все всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. Ну, Блин. Рэйчел! Держу тебя. Держу. Вот и веревка. Перестань дергаться! Хватайся за что-нибудь! но за что? Я не вижу. Ну же. Черт! Черт, Рэйчел, не дергайся!
Рэйчел! Прости. В смысле, блядь? Ты что, блядь, делаешь? На помощь! Сюда! Рэйчел. В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Одна жизнь оборвалась, другая сгинула во мраке. Дела у наших героев идут не слишком хорошо. Что скажете? Дальше пиздец. Ну что ж, это был не худший исход для Эрика. Он умер, как подобает солдатам. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Осмелюсь напомнить, что тьма уже забрала у них капрала Мёрвина, а до утра так далеко. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших. В плену у бездны, в ловушке под землей. Это данность. Часть огней всегда гаснет. И сколько будут гореть оставшиеся, зависит от вас. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долог путь безмерно тяжек от преисподней к свету. Это все пока что. Ну, пиздец! Я убил Мёрвина! Это случайность. Как та женщина на КП. Выброси это из головы, наконец! И так тошно! И ему и так жопа была. Полковник! Блять, он мертв! Не повезло. Ну вообще,
после высадки это был лишь вопрос времени. А Рэйчел была с ним? Я не знаю. Но ему мы не поможем. Первым делом нам надо где-то окопаться. Туда. Идем! Охренеть. Их не видно. Главный ястреб 2-1. Всем позывным. Как слышно? Прием. Джоуи, ответь, прием. Как мы будем выбираться? Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Эти статуи. Ник, хорош видами любоваться. Шевелись давай. Ну что это? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Надо было в вертушке сидеть. Не знаю, что там, но такого дерьма мы еще не видели. Это точно. Может, это наказание? За грехи. За какие? Ты прекрасно знаешь. Не надо, Ник. Мы убили невинную женщину. Знаю. Но это война. Да хороша. Ты в это веришь не больше моего. Найдем наших. Мы же не одни тут. Мы их найдем. А потом отомстим. Ура! Проверим, что там. Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может, нам пиздец. Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Эрик дорого заплатил за свою ошибку. Как и мы. Там генератор. Давай посмотрим. Мне нужна помощь. Сейчас. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да, прикрой меня. А, черт! Не валяй дурака, скорее. Похоже, что я херней страдаю. Молодцом, Ник. Взбодрись. Так точно. Кабели. Куда они ведут? Что думаешь? Ученые? Да, думаю, они. Боги шумеров
Франклин Левит. Издательство Nipper and Brothers. Давай почитаем. Так. Жрать пыль целую вечность? Да вы издеваетесь. Лама, что была жуткой женщиной-демоной, убийцей младенцев, питавшейся кровью и плотью людей. Чаще всего ее изображают в виде волосатого чудища с львиной головой и птичьими лапами. Обычно она стоит на коленях, на осле со змеей в каждой руке и кормит грудью свинью и собаку. У Ламашту было 7 имен, и в заклинании она упоминалась как 7 ведьм. Она была ответственна за многие злодеяния, насылала кошмары, отравляла реки и была вестницей голода и болезней. Рисунок 4. Поясная пряжка, найденная в гробнице аккадского жреца. Рисунок 4А. Поясная пряжка вблизи. Так, Ламашту была дочерью бога неба Ану, отца богов и демонов и покровителя земных королей. Ану чаще всего изображали в рогатой тиаре, и его шумерский двойник Ан изображался в виде огромного быка. В религии Месопотамии быки были воплощением силы, что впоследствии перешло в средиземноморское и ближневосточные культуры. Для греческих философов рога быка символизируют дилемму, невозможный выбор без верного решения. Таковы были все боги шумеров, одновременно милосердные и жестокие, величественные и мелочные, несовершенные и непогрешимые. Справочное пособие. Так, загробный мир шумеров. Горе беднякам, захороненным в нищете. Их загробная жизнь будет серой и убогой. А те же, кто остались без погребения, лишатся загробной жизни, а после смерти просто исчезнут. Дверью в подземный мир служила могила, и месопотамские народы от шумеров до аккадцев хоронили мертвых под своими домами или поблизости. Более обеспеченные даже строили на месте погребения молельни и усыпальницы. После похорон души шумеров отправлялись в горы Загрос на восток, где Уту, бог солнца, поднимался каждое утро. Здесь находился вход в подземный мир, где Уту отдыхал по ночам. Лестница вела вниз к 7 вратам, катакомбы. Новые души встречали страж ворот Нети. Он открывал врата по очереди, забирая у души подношения, пока она не пребывала нагая и обессиленная в подземный мир. Храм построен над вратами в подземный мир. Далее душа представала перед Эреш-Кигаль, правительницей подземного мира, которая объявляла ее мертвой. Писарь Гештинана заносила имена в список. Здесь не было наград и наказаний. Уровень жизни зависел лишь от подношений богам. Богатые жили с комфортом, а бедняки влечили жалкое существование. Рисунок А. Пример типичной вативной статуи. Они часто изображают молящихся, а не богов. Это имеют разные формы. Так это вот молящийся, да? Со змеюкой. Ну что, в дырку полезем? Или как?
Сюда. Бля. Осторожно. Здесь растяжка. Чисто. Вроде все просто. Чё, подорвем? Не, просто режем триггер. Как негостеприимно. Это небось реакции. Правда? А я-то думал, монстры понаставили мин. «21 октября 1946 года. Кроу первым проник в гробницу, разделив эту честь с Бесси, своим чертовым пулеметом. Страшное оружие, но, похоже, его вид успокаивает филахов, которые занимаются раскопками. Покой этого места не нарушался веками. Это не гробница Александра Македонского, а храм еще более древнего царя-бога, аккадского деспота Нарам-Сина. Мы ошиблись. Но леди Брэдшоу все равно объявила это открытием века. Находкой, которая впишет наши имена в историю. Глядя на величественный зал перед нами, я в этом не сомневаюсь. Мы собрали команду. Первым в коем списке неразборчивого Кроу Бульдог с Амаха Бич. Мы нашли его в Каире, где он зарабатывал на жизнь боями в ливанском питейном клубе. Так, ну остальное мы, в принципе, увидели. Окей. А-59. Звездная карта. Может, он нас там поджидает? Тихо. Это Джоуи? Он жив? Это ловушка. Это не факт. И мы своих не бросаем. Сэмпер Фай. Сэмпер Фай.